Всем привет! В предыдущем видео я рассказала о моей системе планирования, из чего она состоит, как я это применяю. Но это, конечно же, был путь. Я не сразу к ней пришла, я экспериментировала, что-то мне не подходило, я это меняла. И, в принципе, сейчас она у меня тоже может меняться под потребности, потому что жизнь меняется, и я меняюсь. Но у меня есть основа, опора такая, с которой я уже могу лепить что-то другое, как-то ее адаптировать под свою жизнь. В этом видео я хочу рассказать, как вам найти свою систему планирования. Конечно же, это не какая-то универсальная схема, и у всех будет, во-первых, разная система, а во-вторых, разный путь. Но я постараюсь дать вам алгоритм, который поможет вам быстрее ее найти. Во-первых, самое важное — определить цель. Это то, с чего начинается вообще любой процесс, и тем более поиск чего угодно. Вы хотите успевать больше, что как бы не всем нужно, и, возможно, вы и так достаточно много успеваете. Снизить тревожность, как-то систематизировать хаос, может быть, там больше зарабатывать. Да, если мы говорим о фрилансе, то планирование точно с этим может помочь, да и не только на фрилансе. Не забывать о каких-то встречах, событиях, дедлайнах. Например, у меня точно была цель всегда следить за тем, где у меня назначены встречи. У меня было несколько источников для репетиторства и преподавания в разных школах, там онлайн и офлайн. Мне это нужно было все фиксировать, об этом не забывать, учитывать время на дорогу в том числе. Мне со всем этим, например, классно помогает Google календарь, вот это прям для меня топовый инструмент. Если мы говорим еще про расчет времени на дорогу, то в данном случае еще круче был бы Apple календарь. Но у него есть свои нюансы, я об этом в прошлом видео рассказала. Мне нужно вести какие-то бытовые дела, у меня их тоже много, у них разные сферы, да, тогда для этого мне нужно же какое-то другое же пространство, Google мне для этого не подходит и так далее. В общем, цель может быть любой, главное честно ответить себе на этот вопрос. И действительно может оказаться, что никакой цели нет, и тогда, скорее всего, это вообще вам не нужно, то есть это не ваша цель. Часто бывает, что мы заражаемся какой-то идеей, и нам кажется, что вот он или она так делает, и, наверное, это признак успешного человека или все что угодно, и я должен делать то же самое. Но если у вас действительно нет понимания, зачем вы это делаете, то это не принесет никаких плодов. В этом нет никакого смысла. Вы просто будете что-то писать, но эффекта не будет. Я думаю, что это достаточно понятная мысль, чтобы ее дальше не разжевывать, да, то есть все, нет цели, нет смысла и не будет никакого результата. Ладно, какой-то результат может быть, конечно, когда мы что-то делаем, что-то меняется, но если у нас нет цели, у нас нет метрики, что замерять, то, во-первых, мы можем не заметить важных изменений, во-вторых, это просто лотерея. Может измениться, может нет, может заметишь, может нет. В общем, я не рекомендую делать вообще никакие такие вещи без цели. Если только это не специальная какая-то штука для нового опыта, то есть это тоже цель. Да? Есть такие практики, в которых там рассказывается, попробуй сделать то и то, и твоя жизнь изменится условно. Иногда это интересно попробовать, просто пробовать так делать, последовать чему-то совету и посмотреть, изменилась ли твоя жизнь. Но обычно, чтобы понять, изменилась ли твоя жизнь, стоит понять, по каким потом что искать, потому что жизнь, она большая и меняется всегда. Второе. Оцени свою нагрузку и стиль жизни. Ты больше хаотичный или структурированный, любишь спонтанность или любишь, когда все четко по полочкам. Твоя жизнь привязана к какому-то графику, или у тебя полностью свободный график, или ты совмещаешь несколько разных работ или активностей, и тебе важно, чтобы они как-то не пересекались, выделялись в разные дни или, наоборот, смешивались в один. Ответ на этот вопрос может не прийти сразу, это нормально, но его стоит помнить. Даже в процессе проб, к этому мы перейдем дальше, все равно можно это менять. То есть мы решили, что я вот такое буду вести так, но потом понимаю, что, окей, я на самом деле не настолько структурированный, чтобы вести трекеры каждый день, например. Или я, наоборот, прокрастинирую, когда у меня есть слишком много свободы. В общем, себя мы будем в процессе, конечно же, познавать, и что-то менять в системе планирования — это нормально, но нам нужна какая-то отправная точка. Например, у меня это точно фриланс, бывало у меня несколько разных заказчиков или разные школы, которые меня нанимали как преподавателя, часть онлайн, часть офлайн, то же самое, да, что в предыдущем пункте. Это и есть мой стиль жизни, мой ритм жизни.
В том числе я люблю спонтанность, я не могу, когда все четко по графику, хотя я пыталась, и у меня есть такая тяга к тому, чтобы расписать все по часам. И я это делала вот со школы, я пыталась это делать, но у меня всегда рушится в первые часы дня, и потом все идет прям сильно не по плану, и это фрустрирует, потому что ты видишь, что это нереально выполнить. Это, конечно, и ошибка планирования, в принципе, ну, спланировать больше, чем ты можешь. Я сейчас понимаю, что мне этот вариант просто не подходил. Но я пробовала, это нормально. Я пробовала, мне не подошло. Может, когда-нибудь я изменюсь, и мне это будет больше подходить, и я уже как-то больше смогу туда правильных вещей каких-то заложить и правильно рассчитать тайминги, чтобы это делать. Но сейчас точно нет. Вот мне такой вариант просто расписывания. Вот я столько встаю, вот столько я ем, вот столько я там одну задачу делаю, другую задачу делаю. Такое мне не подходит. Но есть у этого другая трансформация для более вот таких вот людей, может быть, спонтанных, или даже не спонтанных, а просто с таким более свободным графиком, что ли, или когда ты можешь выбирать, чем именно заниматься. Вот для такого можно адаптировать метод таймблокинга, например, когда ты просто выделяешь 2 часа на определенную работу или на определенную сферу, ты это делаешь, ты можешь не закончить задачу, не доделать дело, но ты должен делать это в определенное время дня, когда этот блок выделен, и определенное количество времени, сколько ты на это выделил. Это может быть более подходящим. Мне в некоторые периоды жизни эта штука подходит, я так делаю, но пока что тоже не могу сказать, что это вот идеально для меня, поэтому я это в свою систему не включаю, но это скорее и не пошло бы прям в систему, да, в видео про систему, потому что это всего лишь метод организации там внутри дня, да, это метод, а не какой-то ресурс, который мне помогает, платформа, которая помогает мне это делать. Поэтому у меня наоборот, у меня в обратную сторону, я знаю, что мне нужно работать, я сажусь, включаю таймер и высчитываю, то есть постфактум у меня есть таймблоки, я знаю, сколько примерно я работаю в день, когда мне комфортно работать, исходя из этого, и уже на будущее примерно просто планирую, в какое время дня я работаю. Третье. Выбери удобный формат. Скорее всего, он будет не один, но что-то должно быть тем местом, куда ты выписываешь все и куда заглядываешь чаще всего. Когда тебе пришла идея или ты вспомнил какое-то дело, которое нужно записать, куда первым делом ты пойдешь записывать? Этот совет коррелирует с GTD, с инбоксом. Вот там есть определенные места, в которые записываются дела, там списки разные и так далее. И есть там конкретно тоже рекомендации, сколько их там, и вот это все. Я сейчас точно не помню, чтобы пересказать и видео о другом. Но про инбокс это хорошая штука, что их должно быть один, но я считаю, что вот в идеале один, максимум два. Инбокс — это входящий перевод, то есть это все, что вот нам пришло в голову, мы решили это записать, и потом нам нужно не забыть, что мы именно туда это записали, и оттуда это перетащить в какие-то списки дел или в долгосрочное планирование или куда-то еще. Обычно это мобильный телефон, но только нужно понять, в какое приложение или в какое место вы будете это записывать, где вы точно сможете регулярно это пересматривать. И второе, это, скорее всего, какой-то бумажный носитель. Но не всем он нужен, справедливости ради. Я думаю, что не всем, вот не обязательно иметь аналог. Мне кажется, что телефон мы носим всегда. Но если вы, например, тот человек, который с собой носит только кнопочный телефон, я знаю, такие есть, и, в принципе, 0% осуждения, 100% понимания. От телефонов все устали, мне кажется. Тогда, наоборот, это, скорее всего, какой-то бумажный носитель, который вы носите с собой всегда. Моя система подразумевает практически ежедневный пересмотр задач, но если я знаю, что у меня нет дедлайнов или текущих каких-то заказчиков, в общем, чего-то срочное, я не в аврале, у меня не стоят суперплотно задачи, и если я их вовремя не сделаю, то не успею что-то важное. В общем, если это более-менее свободные дни, я работаю над какими-то своими проектами, все достаточно расслаблено, то у меня всегда есть место для спонтанности. Например, я захотела попробовать какой-то новый рецепт, я могу встать и пойти его делать. В такие дни я могу не заглядывать вообще в свой дневник, когда я точно знаю, что никаких дедлайнов нет. Но если они есть, и у меня достаточно плотно все, то я каждый день захожу в дневник, смотрю выполненные задачи сегодняшние, приношу их там на завтра или в другие списки. В процессе выполнения тоже могу трекать, чтобы в течение дня не забыть какую-то задачу, которая вот сейчас у меня днем, а я ее уже пропустила. Ну, то есть, чтобы в конце дня не оказалось, что я забыла сделать что-то важное на сегодня. Также я веду планирование спринтами. Об этом у меня есть отдельное видео, оно всплывет где-то здесь.
Этот метод подразумевает, что раз в 2 недели происходит пересмотр задач, анализ и тому подобное, и есть еще неделя перерыва. Так, я сказала, что 2 недели, в общем, после спринта. Сколько длится спринт, это уже вам решать. Вот у меня это 2-3 недели. А в процессе спринта, если у меня одна длинная цель на неделю, то мне достаточно посмотреть в начале недели и сфокусироваться на этом на всю неделю. Либо если там несколько задач или много каких-то мелких, например, там основная задача это закрыть какие-нибудь бытовые дела, но при этом их много и нужно не забыть, какие именно, тогда я каждый день буду туда заходить. У меня уже сложилась какая-то определенная система, я знаю, когда, сколько раз мне заходить. Сейчас, может быть, на слух кажется сложно, но в целом базово это каждый день. По крайней мере, в Google календарь я точно захожу каждый день, чтобы посмотреть свои события на завтра. Мелкие дела вот зависит от текущей моей загруженности. Так что в целом, если у меня, скажем так, завал, все плотненько, то я захожу в свой ежедневник каждый день, чтобы посмотреть, что у меня на сегодня, что я делаю, вот в процессе могу вычеркивать и планирую завтра. Если у меня сейчас более свободный график, то я могу несколько дней не заходить и через несколько дней спокойно зайти, пересмотреть, что я там сделала. То, что в голове у меня осталось, то я сделала. Что не сделала, окей, сделаю сейчас. Я точно знаю, что никаких дедлайнов нет, тогда могу себе такое позволить. В случае со спринтами я анализирую каждые 2-3 недели, а захожу выполнять планирование и смотреть, что у меня запланировано, как минимум раз в неделю. В начале недели я понимаю, что у меня на эту неделю вот такое запланировано. Обычно это одна крупная задача, поэтому мне просто нет необходимости заходить туда каждый день. Но если это много мелких задач, то я буду заходить туда каждый день. Во время спринта вот это точно, потому что спринт это вот прям сосредоточенная такая работа. Пятое. То, что я уже немного упомянула в начале, просто начни с малого и тестируй. Не нужно сразу выстраивать идеальную систему, которая будет работать отменно. Такое очень редко бывает, если у вас действительно, какая-то большая цель, да, когда вот прям все нужно поменять. Если она маленькая, возможно, да, она действительно решится каким-то одним методом или одним ресурсом. Просто я вам предлагаю относиться к этому как к эксперименту. Решите для себя, что вы будете делать, как часто, зачем и все прочие пункты, и просто начните, попробуйте вести это 1-2 недели, и потом посмотреть, как вам это. Все очень просто. 6-й, последний пункт, но не менее важный, поэтому не бегите после 5-го сразу все делать. 6-й тоже нужно учесть. Оставьте только самые нужные части планирования и постарайтесь не усложнять. Во-первых, не делать слишком много сущностей, да, вот у меня будет и приложение, здесь будет дневник, там 10 разных мест, в которые я буду записывать свой инбокс, потом в Notion буду там что-то третье, да. Моя система состоит из 4 вещей, я про это рассказывала и, в принципе, сейчас перечислила практически их, но она складывалась постепенно, и каждая отдельная часть решает отдельную задачу. А второе, надо постараться сделать все это максимально простым. Потому что если система будет подразумевать то, что нужно 10 раз все переписывать или оформлять как-то круто страницы, это будет занимать много времени, и тогда это уже не планирование, чтобы сэкономить время, да, где-то эффективно пользоваться временем, а наоборот, мы тратим время на то, чтобы планировать. Это немного противоречит обычно цели планирования. Может быть, если ваша цель какое-то успокоение в этом поймать, то можно. Это вот я привела пример с дневником, кому-то нравится оформлять, и вот это вот может быть. Но, например, Notion, тоже хороший пример. Там есть очень много классных функций, которые могут упростить планирование. Есть синхронизация блоков, да, если в одном месте мы что-то пишем, то в другом оно дублируется. И вообще такое как бы правило, что ли, есть. Если ты построил систему планирования в Notion, и тебе нужно что-то вписывать туда 2 раза, скорее всего, ты не до конца использовал потенциал Notion, потому что у него вот очень много таких инструментов, которые организуют вот эти хорошие связки баз друг с другом и так далее. Так вот, может быть, настройка самой системы и сложная, но ее должно быть просто вести. Не нужно делать так, чтобы нужно было 10 раз переписывать одно и то же, чтобы была одна таблица, там цели, другая таблица, какие-то задачи, третья какое-то повседневное планирование, и они никак не связаны между собой. Я бы выделила как 3-4 уровня вот продвинутости владения Notion и начала бы сначала с самого простого, если мы говорим о Notion. Мне кажется, слишком зациклилась уже на Notion, давайте заканчивать это видео. В общем, суть в том, что чем
проще, тем лучше, потому что если система становится сложна сама по себе, ее сложно становится вести, тогда она работает плохо, неэффективно. И она не будет помогать вам, она будет вам только мешать. Не хватало добавить еще одну задачу, которую мы будем вечно прокрастинировать, и эта задача будет вести планирование. Это будет вообще замкнутый круг прокрастинации. На этом все. Надеюсь, вам это было полезно. Конечно, я не могу здесь в одном видео раскрыть все миллион вариантов планирования, методов, мест, в которых можно планировать, да, каких-то приложений, сервисов и прочего. Но я надеюсь, что по этому алгоритму, когда вы ответите на все эти вопросы, вы сможете выбрать для себя какой-то первый шаг, который вы хотите попробовать. И, может быть, этого даже будет достаточно. Может быть, это вы поймете, что у вас небольшая цель, которую легко закрыть каким-то одним видом приложения, платформы, листочек на столе, что угодно. Максимально просто, пожалуйста, не нужно вот этих каких-то гигантских систем, когда все связано со всем, но я не помню, что я куда записал. Окей? Все, на этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Это, конечно же, очень поможет мне в продвижении моего маленького канала. Если хотите больше информации о планировании, особенно на фрилансе, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну и если не хотите пропустить видео на этом канале, то, конечно же, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч!